Пентагоне заявили, что отменяют строительство частей пограничной стены с Мексикой по проектам бывшего президента Дональда Трампа. Неиспользованные деньги вернутся военным. В начале февраля 2021 года президент Соединенных Штатов Джо Байден официально закрыл проект по строительству стены между США и Мексикой. Также американский лидер отменил действующий там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации. Министерство обороны продолжает отменять все проекты по строительству пограничных барьеров, уплаченные за средства, изначально предназначенные для других военных миссий и функций, таких как школы для детей военных, зарубежные проекты военных зданий в странах-партнерах и насчет Национальной гвардии и резерва, заявил пресс-секретарь Пентагона Джамал Браун. Браун заявил, что возвращенные средства будут использованы для отсроченных военных строительных проектов. Напомним, 21 января в США приостановили строительство стены с Мексикой. Президент США Джо Байден, не задумываясь, назвал своего российского коллегу убийцей. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган. «Я считаю, что Байден просто не задумываясь назвал Путина убийцей. Советники Байдена специально не советовали ему делать такое заявление», — сказал Биган. Ранее Байден заявил журналистам, что считает Путина убийцей. Российские системы ПВО-400 угрожают безопасности США, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он предъявил претензию, игнорируя тот факт, что требование Турции к патриотам со стороны США не выполняется. Блинкен сказал, очень важно, чтобы Турция и все союзники США избегали российских систем обороны. Он сказал, Россия оценила заявление Вашингтона по С-400, суверенитет Турции беспокоит США и НАТО, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Поэтому он сказал, что в адрес Анкары были сделаны резкие заявления. Выступая на Первом канале в Москве, Песков сказал, приверженность Турции доминирующему курсу своего развития довольно сильно и часто является вопросом, заслуживающим большего внимания. Использовал выражение, представитель России разделил мнение о том, что суверенитет Анкары вызывает озабоченность США и НАТО, заявив, что Соединенные Штаты пытаются высказаться за Анкару в случае с С-400. Дмитрий Песков сказал, другой Анкары, действия ясно показывают, что Вашингтону не нравится, что Эрдоган уверенно ведет Турцию вперед. Он сказал, Песков заявил, что США и НАТО хотят видеть Турцию более мягкой. Евросоюз оставляет за собой право принять меры в ответ на действия России, говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля и Давида Сассоли. 30 апреля Россия запретила въезд 8 чиновникам Евросоюза из-за введенных ранее антироссийских санкций. Это решение является последней яркой демонстрацией того, как РФ выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений. ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей, говорится в заявлении на сайте ЕС. Главы Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента осудили санкции и назвали их неприемлемыми, необоснованными и безосновательными. Они отметили, что решение о введении санкций нацелено непосредственно на Евросоюз, а не только на соответствующих лиц. 30 апреля МИД РФ сообщил о внесении в черный список 8 граждан Евросоюза, в том числе представителей официальных структур ЕС. Им закрыт въезд на территорию России. Решение принято в ответ на санкции ЕС, введенные в марте. 2 марта США и ЕС ввели санкции из-за дела оппозиционера Алексея Навального, 22 марта – за нарушение прав человека. Расширение сферы влияния Китая станет проблемой для будущих лидеров России. Об этом заявил пресс-секретарь Национального совета разведки США Кристофер Борт. Проблемы между Россией и Китаем сейчас решаются, лидеры двух стран понимают друг друга и могут решить проблему. Но многие отмечают, что это будет проблемой для будущих российских лидеров, сказал Борт. По его словам, Москва внимательно и со страхом наблюдает за ростом влияния Китая во всех регионах. Они знают, что роль Китая растет и что Пекин предоставит деньги и инфраструктуру, которые Россия не может. Госсекретарь США Энтони Блинкен 5-6 мая посетит Украину с рабочим визитом. Об этом сообщает МИД Украины. Визит состоится по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Этот визит свидетельствует о прочном партнерстве между Украиной и США в поддержке нашей борьбы с российской агрессией, заявили в МИД.
Президенты Кыргызстана и Таджикистана встретятся в Душанбе. Об этом сообщает администрация президента Кыргызстана. Было отмечено, что встреча была решена в ходе телефонного разговора между президентом Кыргызстана Садыром Джапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном о напряженности на кыргызско-таджикской границе и направлена на снижение напряженности после конфронтации между двумя странами. Лидеры двух стран договорились встретиться во второй половине мая в Душанбе, столице Таджикистана. Правительства двух стран решили встретиться 1 мая в Баткенской области Кыргызстана для делимитации и демаркации границ. Говорится в заявлении, число погибших на кыргызско-таджикской границе увеличилось до 31, 154 получили ранения. Москва запретила 8 гражданам и официальным лицам ЕС посещать Россию. В черный список также входит глава Европарламента Давид Мария Сассолини. Говорят, что этот шаг был предпринят после запрета на въезд в ЕС 6 гражданам России. Въезд в страну запрещен Россией. Председатель Латвийского национального совета по электронным медиа Ивар Сабалинш, директор Центра латышского государственного языка Марис Балтинш, Жак Мера. Член французской делегации в ПАСе, глава прокуратуры Берлина Рой Краупакес, президент Европейского парламента Дэвид Сассоли, Асия Скотт, руководитель шведской лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности, заведующий кафедрой эстонского языка Эльмарта Муск, Вера Юрова, заместитель председателя Европейской комиссии по ценностям и прозрачности.